Нас было 4. Я, Евгений, командир и консультант по всем вопросам. Моя жена Ирина, красота и дух команды, дежурная по посудомойке. Александр, по профессии шеф-повар, но по званию дровосек, дежурный по топору, главный философ. Панзер – бездельник, местный представитель общества чистых тарелок. Бригада. Короче, эта история не про то, как мы покорили эпичные раздолья природы, а вовсе про то, как теоретически простой, безопасный поход превратился в нечто иное. Вы не переживайте, все живы, здоровы, но поход в каком-то смысле был обломным. Начнем сначала. Гудзон, 500-километровая река, берет начало в Адирондакских горах и протекает по территории штата Нью-Йорк вплоть до самого Нью-Йорк-Сити. Много лет назад мы с отцом сплавлялись по ней на катамаране. Давно мечтал туда вернуться, но пороги на речке непростые, и сначала нужно было сделать разведку. Тут и родилась идея пойти в разведочный поход. План был следующий. В городе Минерва, штата Нью-Йорк, проходят заброшенные железнодорожные пути. Вот тут они пересекают дорогу, мы в субботу вечером тут оставляем машину. От машины идем 2,5 километра по путям до моста, пересекающий Гудзон. Рядом с мостом разбиваем лагерь и проводим первую ночь. В воскресенье утром собираем рюкзаки и вдоль Гудзона по лесу идем примерно 8 километров и разбиваем лагерь на вторую ночь. В понедельник утром надуваем лодки, вещи прячем в гидромешки и сплавляемся по речке до моста. От моста возвращаемся к машине по железной дороге и едем домой. Я долго подбирал плавсредства для речной части похода. Плавсредство должно было быть компактным и легким, поскольку каждому надо было нести по одной в своем рюкзаке. Прочитав отзывы на Амазоне о чудо-лодочке Explorer 200, я заказал 3 штуки. Стоят они по $15, то есть практически даром. Весла я заказал супер легкие, складные, но обошлись они в 3 раза дороже лодок. Лодки и весла пришли в один день, осталось только составить пищевой расклад и собрать рюкзаки. Питание у нас довольно простое, но в то же время роскошное. Первый ужин состоял из сублимированной курицы терияки с рисом и овощами, чаем и твиксом. 2 завтрака состояли из овсянки, салями, крекеров, чая и M&M's. 2 обеда состояли из говяжьей колбаски, крекеров, сыра и из спортивных баров. Второй ужин состоял из макарон, тушенки, чая и сникерс. И напоследок запасной ужин из сублимированных острых макарон с говядиной. Он у меня так и лежит дома в шкафчике, ждет дальнейших путешествий. Субботний день был очень занятый сборами, техосмотр лодок и прочим бездельем. Ира была на работе, поэтому торопиться было не к чему. После нескольких задержек она наконец-то пришла домой, и мы сразу приступили к обмыванию похода. Ну и к финальным сборам. Но я не пропагандирую алкоголь. Так компот. Человек-фонарик. Выехали мы часам к 8 вечера, а ехать 4 часа до места дислокации. После 3 часов в машине, тихо шифером шурша, наши крыши начали ехать не спеша. Не доезжая к Минерве, мы решили заправиться Red Bull'ом на местной заправке. Это плохо кончится. Заодно и продегустировали всем давно забытую технологию. Телефон-автомат. Товарищ полковник, миссия выполнена. Большие города. Так, вернемся к походу. Приехали на место дислокации. Дислокации. А можно мы на месте дислокации и останемся? Что-то у меня Никуда не пойдем. Страшно? Очень. Я даже в туалет не могу сходить. Так страшно. Да он меня пугает, а ты ему сейчас скажи. И убегай. На него даже камера не фокусируется, вампир по-любому. Дорога была длинная, шпалы мокрые и скользкие. До первой остановки дошли аж к 2 часам ночи. Пока поставили палатки, поужинали и прибрались, было уже 4:30. И рассветная мгла благословила нас божественной картиной.
Картина, конечно, классная, но завтра нам 8 км хреначить по густому лесу. Утро у нас было позднее, надо было хорошенько выспаться перед длинной дорогой. Каждый занял свой пост и все приступили к сборам. Вышли мы в районе 3 часов дня, и с этого момента начался настоящий, серьезный, взрослый поход. Не знаю, что это, но похоже, что на Ленина срали. Попробуй на вкус! Маленькие ручки какие-то чего-то. Хочу заметить, что я тут последний раз был более 15 лет назад, и моя память об этом месте размытая. Когда я планировал этот маршрут, я не учитывал на столь густой лес и на столь крутой наклон земли. Я вообще думал, что идти будем по берегу, но не тут-то было. Берег еще круче и весь заросший кустами. В общем, идти пришлось зигзагом. Ориентиров особо не было, кроме 3 маленьких ручейков, которые были обозначены на карте. Поэтому шли мы практически вслепую, не зная, сколько прошли и сколько осталось. Мы 2 раза проходили то, что было похоже на высохшие ручейки, и после 3-го, по нашим расчетам, мы были уже почти на месте. Мы воспользовались моментом освежиться. Как водичка? Отлично. После 3 часов пути мы сделали обеденный перерыв, и я решил проверить телефон, а вдруг будет связь и Google нам подскажет, где мы. Связи, конечно, не было, но GPS заработал, и как вы думаете? Оказалось, что мы вовсе не там, где мы-то думали. Тот последний ручей, что мы прошли, был лишь первым, и прошли мы лишь полпути. Боевой дух у команды резко упал. День 5. Мы заблудились. Тропы нет, Тропы нет. вокруг лес. Неоткуда. Вчера сожгли последнюю спичку. Вступил в действие план Б. Ищем более-менее плоское место и разбиваем лагерь, так и быть. Мы облажались. Собирались вот до сюда дойти. А дошли только вот до сюда. В ту ночь я долго не мог заснуть. Шум порогов напоминал о всевозможных развязок обстоятельств, как и хороших, так и плохих. Но, как говорится, утро вечера мудренее. Утро 3-го дня. Собираемся уже в финальную фазу нашего похода. Женя типа качает лодки. Да. Лодочный расклад у нас был следующий. Мы с Панзером первые спускаемся, дальше Ира с 1 рюкзаком и последним Саша с 2 рюкзаками. Тут пришел самый ответственный момент. Мы с Панзером отчалили и отдали наши судьбы в руки Посейдона. Готовы? Да. Поехали. Все начиналось спокойно, но я, видимо, недооценил Панзера аквафобию. После первого порожка волна нас захлестнула, и тут в момент все пошло наперекосяк. Панзер моментально вылез на меня, сбивая распределение веса, и судно почти что встало на корму. В тот момент закончилась вся продуктивная гребля. Меня понесло по порогам, и пришлось 2 руками одновременно грести, срывать с себя собаку и придерживать его, чтобы не вылетел из лодки. Вскоре мимо меня пролетает Ира без особого контроля над судном. Ее крутит и бросает по порогам. Включилась паника, и с ней 3-этажный мат. Осознание, в какую попу я всех затянул, и мысли о том, как раскручивать ситуацию дальше, не помогали.
Когда я увидел, что Ира застряла на камнях у берега, меня, конечно, попустило. И я тоже припарковался на камнях, чтобы собрать всю команду и думать, как дальше действовать. Грести дальше с собакой было невозможно. У нас оставалось два варианта. Первый – взять рюкзаки и вернуться той же дорогой, точнее лесом, как мы и пришли. Учитывая, что и так было тяжко идти, и рюкзаки мокрые, что сделает дорогу обратно еще тяжелее. Этот вариант никому не подошел. Второй – привязать лодки и пойти пешком, у берега, по воде, камням и порогам, за собой таская лодки с вещами и собакой. Отсюда и пошло название «Трое в речке, не считая собаки». Запрягли мы судно и, как бурлаки на Волге, пошли своим ходом. К сожалению, у меня тогда врубился режим выживания и было не до съемок, но после какого-то времени мы решили использовать дрон в качестве разведчика, чтобы понять, сколько нам осталось идти. Вот и получились такие эпичные снимки. Шли мы часа полтора, и в конце уже отбили себе все ноги, пальцы и колени. Но погода была сказочная, вода идеальная, и самое главное, боевой дух и настроение было у всех просто супер. На этом завершается мой рассказ. Несмотря на то, что поход был обломным, препятствия были серьезные. Это было настоящим испытанием. Мы многому научились за короткое время и сблизились как команда. Explorer 200 всегда останется в наших сердцах, так же как и воспоминания о походе и масса впечатлений. Лодки мы спускали методом нож в сердце, поэтому после приезда домой я их выбросил в мусоропровод. В тот день мы поклялись вернуться туда более подготовленными с катамараном и победить эту реку.